Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. В этом видео я продолжу рассказывать о системе русских падежей. Какие бывают падежи и какие у них функции. Если вы смотрите это видео, то вы хотите понять русские падежи, потому что думаете, что это очень трудная грамматическая тема. Но я уверена, что если вы хорошо понимаете систему, функцию каждого падежа, то эта грамматическая тема не будет для вас такой трудной. Вы сможете правильно пользоваться каждым падежом, и все станет намного проще. Итак, падеж – это форма и функция слова. В русском языке по падежам изменяются существительные, прилагательные, местоимения, числительные и причастия. Это уже третье видео из 6. Да, всего в русском языке 6 падежей. Сейчас вы будете смотреть видео о третьем падеже, а конкретно это самый последний падеж, 6-й, но видео 3. Итак, наше видео о предложном падеже, 6-м падеже или prepositional case. Предложный падеж – это грамматическая форма слова, которая всегда имеет предлог, то есть перед которой всегда стоит предлог. Эти слова всегда используются с предлогом, поэтому и называем предложный падеж. Есть предлоги. Предлоги могут быть разные, потому что предлог уточняет значение слова. Например, с предлогами «о» и «об» форма предложного падежа обозначает лицо или предмет как объект сообщения, размышления, рассказа и так далее. Например, думать о семье, беспокоиться о здоровье, предупредить об опасности, заботиться о дочери. С предлогами «о» и «об» предложный падеж также указывает на тему, содержание чего-либо. Книга о живописи, рассказ о деревне, лекция о русском языке. С предлогами «в», «во», «на» и «при» предложный падеж имеет обстоятельственное значение: ехать в трамвае, служить в армии, жить на Урале, воскресная школа при церкви. В пространственном значении с некоторыми существительными мы можем употреблять предлог «на», а с другими предлог «в». Например, жить на Урале, жить на Кавказе, на севере, но в Крыму, в Карелии. Быть в аэропорту, но на полу, на шкафу. Как и когда использовать предлоги «в» и «на» вы можете посмотреть в этом видео. Предложный падеж может иметь значение времени. Когда? Прийти на рассвете, снег выпал в ноябре, бродить в сумерках при затмении. Также мы используем предложный падеж, когда называем транспорт, на котором мы передвигаемся. На чем? Ездить на трамвае, на такси, на метро, на машине и так далее. И еще одно значение предложного падежа – это когда мы хотим назвать одежду, которая на нас, точнее, в которой мы что-то делаем. И это касается не только одежды, но и аксессуаров тоже. Вопрос в чем? Я сейчас в пиджаке, в майке. На пляже я буду в купальнике, а спортом заниматься я буду в спортивном костюме. А теперь важный момент. Когда вы учите новые слова, а точнее новые глаголы, обращайте внимание на варианты употребления. Обычно в словарях пишут варианты вопросов
или уже пишут примеры употребления. А если и этого в вашем словаре нет, то обязательно послушайте подкаст Russian Verbs. Там много примеров употребления для каждого глагола. А в комментариях я оставлю несколько глаголов, после которых мы точно используем предложный падеж. А теперь бонус! Хотите получить таблицу с окончаниями существительных и прилагательных в каждом падеже или таблицу личных местоимений для каждого падежа? Пишите мне на электронную почту, и я обязательно отправлю вам эти таблицы. Вот и все. Вы смотрели видео о предложном падеже. Это 6-й последний падеж в русском языке. Чтобы не пропустить следующее видео, обязательно подпишитесь на канал Russian Language Club, поставьте уведомления о новых видео, и мы с вами увидимся совсем скоро. А поддержать проект Russian Language Club вы можете на Patreon. И да, кстати, Russian Language Club также есть в Instagram, Telegram, Facebook. Сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи.